Neyi kaçırdım ben? Ne demiş atalarımız? Musul ile uslanmayanla etmeli tektir. Tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Vedat Bey'in özel şefi işe başlamış. Özel şef mi? Nasıl ya? Herkesi birbirine düşürmeye çalışıyorsun. Leyla burada işe mi başladı? Evet, ne planlıyorsan vazgeçeceksin. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новом эпизоде. Наступит переломный момент, когда Лейла попытается найти свой путь в туманных комнатах прошлого, Нур станет еще более опасным, чтобы не рухнуть, а семейный порядок будет потрясен до основания болезнью Ведата Бея. 38-й эпизод станет переломным моментом, когда каждый попытается установить свою собственную справедливость и прислушается к обязательствам вместо направления своих сердец. Скорее всего, эпизод начнется с моментов, когда болезнь Ведата Бея прогрессирует и он думает, что не умрет, не примирившись с прошлым. Лед между Лейлой и ее отцом не растает полностью, но в глазах Лейлы Ведат Бей больше не будет просто преступником, а единственным человеком, который несет в себе всю реальность прошлого. По этой причине время, которое Лейла проводит с отцом, увеличится, что заставит Нур стать еще более тревожной. Нур почувствует секреты, которые Лейла собирается узнать, и приступит к более коварному плану, чтобы остановить ее. Она, вероятно, исказит правду о Хандан в прошлом и передаст ее Лейле. Лейла будет опустошена этой информацией, потому что она подумает, что ее мать не так чиста, как кажется. Однако в этот момент в игру вступит Бегюм. Несмотря на близость, которую она испытала с Феритом, Бегюм не отступит от своих собственных истин и попытается донести правду Лейле. Ферит начнет подвергаться влиянию истин Бегюм. Впервые он полюбит ее не только за ее красоту, но и за ее позицию. Однако Фериту будет трудно выразить свои чувства к Бегюм, потому что это будет первый раз, когда он искренне подойдет к женщине. Эта хрупкость чувств Ферита повлияет на Бегюм и заставит ее быть осторожной. Они оба поднимут на поверхность раны, которые они несут в своем прошлом, и станут ближе друг к другу, но пока не будет большого признания. С другой стороны, интерес Мали к Нур будет уже не любовью, а опасной одержимостью. Мали поймет, что у Нур есть секрет о ней, и будет давить на Нур, чтобы подавить его. Это будет первый раз, когда Нур загнана в угол, и, возможно, первый раз, когда она по-настоящему испугается. Этот страх сделает ее более агрессивной. Единственным козырем, который у нее останется, чтобы очистить себя, будет посеять сомнения в сознании Лейлы. Для этого она будет манипулировать инцидентом, который Хандан пережила в прошлом, и пошатнет доверие Лейлы к ее матери. Однако интуиция Лейлы не будет обманута этими играми. Баланс изменится, особенно с записью голоса, которую найдет Бегюм. Та старая голосовая запись, найденная в комнате Ведата, прольет свет на последние часы жизни Хандан. Предложение в записи может указывать на то, что Нур была в комнате или что она пыталась заставить Хандан выпить что-нибудь. Когда Лейла услышит эту запись, она поймет, что смерть ее матери была не случайностью, а запланированным молчанием. Маска хорошего человека Нур начнет падать. Теперь Лейла заменит любовь, которую она испытывает к своей матери, на ответственность отомстить за нее. Одержимость Гамзи Кааном достигнет еще более высокого уровня во время этого процесса. Она составит новый план, чтобы полностью убрать Нилюфер из их жизни. Однако чувствительность, которую Каан проявляет к Нилюфер, на этот раз сделает Гамзи неуправляемой. Гамзи начнет думать, что Нилюфер следует стереть не только с работы, но и из всего ее окружения. Это заставит ее развиваться в более темном и коварном направлении. В конце эпизода Лейла представит Нуру имеющиеся у нее доказательства. Это противостояние будет молчаливым, но очень глубоким. Лейла откроет темные страницы прошлого, но попытается подойти к этому со справедливостью, а не местью. Нур, с другой стороны, не будет защищать себя в этой схватке, напротив, она попытается сбить Лейлу с толку, играя на ее слабостях. Однако Лейла на этот раз не сдастся. Эпизод 38 больше не будет эпизодом, где раскрывается только прошлое, но персонажи будут решать, что делать с этими фактами.
Лейла станет представителем справедливости, Бегюм – совести, а Нур – стремления к власти. Этот конфликт будет развиваться до точки, где внутренние битвы начнут выплескиваться наружу. На данный момент мы подошли к концу очередного анализа. Вы можете поделиться своими ценными мнениями в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления для получения новых видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.